Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Lab. Сегодня у нас в гостях парни с канала «Время инженеров». Вот. Так, это Александр. Меня зовут Петр. Ага. Очень приятно. Они привезли свой проект к нам на тест. Такой вот багги на основе двигателя от Nissan Leaf и батареи. И, собственно, и электрическая часть тоже от него. Ну, расскажите мне немного, как до такого дошли. Ну, как, в принципе, все взяли готовое, чтобы не экспериментировать. Ну, в плане того, что велосипед не нужно изобретать, когда это уже есть. Родная батарея Nissan Leaf, родной двигатель, система торможения тоже взята с Nissan Leaf. Подключен блок ABS, но он пока не настроен, сейчас мы занимаемся с прошивкой. Вот. Стоит электрический усилитель руля. Он рабочий, да? Да, рабочий, то есть его можно включить сейчас, ну вот, просто чисто, ну, сейчас он активируется. О, да, прям, ну, слушай, хорош, она легкая относительно Лифа, да. Слушай, ну это все дело настраивается. А он, кстати, настраивается, то чересчур по неубраться. Сейчас просто настройка стоит, потому что машина не едет, и, соответственно, ты подаешь туда команду, чтобы он... Ну, максимально легко крутился, да. Да, чтобы А вот хотел узнать, он по кану, да, работает? Да. Да, а как бы есть какая-то документация или все реверс-инжинирингом чисто? Да, реверс-инжиниринг. Но он же, наверное, не их родной, чьи-то, кто-то производит его или прям не сановский? Нет, это я уже не помню, что это за компания. Ну понятно. Ну, грубо говоря, мы посмотрели, как он работает на рабочей машине. И оттуда все, можно сказать. И примерно определили, что это он. И методом тыка. Способом, да. Вот. Ну, каркас, как понимаю, из газоводопроводных труб? Ну, да, здесь на самом деле нам с каркасом помог Николай Ольховый. Вот. А варили чем? Это полуавтомат? Это полуавтомат у него, да, в аргоновой среде, по-моему, он варил. Ага. Вот. Ну, вот. Понятно. Это под будущий крепеж чего-то, да? Это да, это под обшивку. Но мы пока думаем над обшивкой, потому что надо смоделировать все это сначала. Ну, да, обращайтесь, у нас гибущик есть, можем из алюминия погнуть, порезать. Вот. Понятно. Как понятно, двигатель жидкостного охлаждения, инвертор у него жидкостного охлаждения. Да, ну здесь, в принципе, все просто. Здесь, соответственно, снизу находится сам двигатель, середина – это инвертор, который управляет двигателем. И верхняя часть – это блок ПДМ. Он реализует зарядно, ну как, в нем находится зарядка, то есть вы можете в 220 там воткнуться и с мощностью 3,3 киловатта начинать. Так мало, да? Здесь, да, здесь начальная такая версия Nissan Leaf. Они бывают на 6,6 киловатт, но нужно... Кстати, я не знаю, вот на Nissan Leaf, он не бывает трехфазных зарядок, как у Tesla, например, чтобы там киловатт 20 в них вкачивать? Не, ну вы можете купить отдельно и там... можно купить отдельно. Так, я знаю, что я не видел, я просто... Чадема они понимают же, да, и как бы... Самое, что интересно, я вот, ну, этого автомобиля ты не видел, этого Nissan Leaf. Понятно, только это, кишки от него. Только, да, только... Ну, как я понимаю, так неплохо. А если на его основе, типа, как вот негода собирать, в болид засунуть, да, вот он, наверное, валить будет. Насколько понимаю, здесь номинально 70 киловатт он может дать, да? Ну, по паспорту 80, вот, а по крутящему моменту именно на моторе 270. Ну, крутящий момент это вещь такая, как редуктор поставить, чтобы нам в электродвигателях скорее главная характеристика это мощность, потому что полка момента здесь ровная более-менее. Да. Вот, как бы меня не задавите случайно? Нет, ну здесь, соответственно, управление происходит стандартно, тоже взята ручка. Вот. Прям вот это? Да. А есть какая-нибудь информационная система, хоть понимать, сколько заряда? Конечно, есть, но она пока в разработке. Понятно. Так сейчас вы как понимаете, так? Примерно? Нет, сейчас мы можем взять телефончик, зайти в LeafSpy и посмотреть, сколько там заряда. То есть вот там стоит ELM модуль, ну и, соответственно... Кстати, я хотел все время узнать, просто не копался с этими батареями, а в качестве балансира там, у них стоит какая-то BMS прям внутри? Да, там очень круто все сделано, и с ней можно также по кану общаться. То есть в будущем это будет выводиться на дисплей, и, допустим, когда будет производиться зарядка, если что-то пойдет не так, то он отмониторит ячейку и отключит заряд. Ну, соответственно, когда полная зарядка, он тоже все это сообщит. Температуры, 4 датчика там стоят, или до 4. Кстати, здесь как реализовано, вот сама отключение батарейки, там контактор стоит? Контактор, да, тот стоит
контактор, который на минус контактирует, плюсовой предзаряд через резистор, и потом уже основной как контактор. Потому что сразу напряжение подавать в контроллер нельзя, будет бах большой, потому что А у него конденсатор здоровый, да, и может Я толкнуть. тоже, когда инвертор делали, столкнулся, приходит через резистор заряжать, а то всаживает сеть. Вот. Еще хотел спросить, а насколько вот дорого бэушная батарея стоит? Ну, вот это самая дешевая была куплена за 120 тысяч рублей. А сколько в ней Остаток... Петя, это надо еще сказать, что это январь Ну да, 2020 да, это года. январь. Ну, 1200 что-то Ой, взять, наверное, 21-го. можно. Да? Можно батарейку найти нормально. А сколько в ней этих киловатт-часов? Ну, если она была бы новая, 24 киловатт-час. Что-то совсем как-то в Nissan Leaf. Да. И, насколько понимаю, у них проблема, что они деградируют быстро, потому что охлаждение не реализовано. наверное. Не реализовано охлаждение, ну и, соответственно, технология производства ячеек уже тоже. А там тоже 18650 или какие-то Нет, там, плоские? там такие плоские пакеты стоят, там модули, там 48 модулей сдвоенных. Ага. То есть 96 у нас S Ага. и 4P. Слушай, ну очень, конечно, на 24 киловаттах сколько же это Nissan Leaf проезжает? 100 километров и все, наверное. Ну, 120-130 километров. Ну, тут он выезжает за счет, наверное, нормальной реализации контроллера. Потому что он сделан очень интересно. То есть, конечно, вот... Но здесь еще вес все-таки. Не, это то понятно, что выйдет. Куда она вообще ничего не весит, да. Конечно, поедет. Катушки, они все вокруг дома. Я вам скажу, что вот мелкая это, слушай, сколько здесь получается, это 5 киловатт-часов где-то, ее хватает километров на 120, вот, дети ездили, вот, круто. как бы, и до конца еще не всаживалась. То есть, а двигатель, кстати, дорогой вот на бэушном рынке? Нет, двигатель дешевый, то есть можно взять двигатель с коробкой в районе там 20 Замечательно. С редуктором. с редуктором, да. Да, он, конечно, хорошая остаточная стоимость для DIY вообще хорошо, уже и мощность большая. Запас здесь огромный по надежности. Ну да, если особенно его для конструк- дефорсировать, так Да, скажем. для, да. для конструктора это идеальный момент. Просто здесь, это, так сказать, прототип на колесах, именно работы силовой установки была интересно проверить. Но вставлять там в «Жигули» мы с Сашей как-то не решились, но и решили вот сделать, Ну, это показать такую конструкцию и туда все это установить. Ну, правильное решение, правильно. Но мне кажется, конечно, перетяжелена она этими трубами, да, может, какие-нибудь, Можно, да, можно часть, не знаю, из алюмишки сделать, наверное. попробуем. Да, Может попробуем. быть, Нет, так- кто-нибудь спроектирует. так- да, То есть, так в принципе, хорошо, так- Понимание теперь есть, что двигатель едет, и, в принципе, сейчас прокатимся. я Да, думаю, да, ну что, господа, сейчас попробуем небольшой тест-драйв тут по местным окрестностям. Надеюсь, да, все доедем обратно. У меня вот тоже мой Mavic с небольшими проблемами, у него двигатель в ошибку уходит после купания в речке. Так что, еще квадроциклами тянем. Ну все, давайте в путь, как говорится.
Дим, ну вот ты прокатился, у тебя большой опыт езды на Маврике, да, здесь порядка 160, по-моему, Да, съел. да, 165 вроде, да. Вот, и наша электричка такая, Ну, электробаги, что скажешь? Электричка, короче, меня порадовала этим, как, насколько она приемистая, разгон вообще дикий, да, но как бы и все. Остальное все. Ну, то есть я понимаю, это скорее реально как стенд для испытания, как бы двигателей и т.д. Резина точно не для этого, шлифует дико. Задний диф не нужен на таких условиях. Ну, я слишком высоковат для нее. Главная проблема — это большие ходы на рулевой рейке. Невозможно рулить, и из-за того, что электроусилитель не настроен, нет никакой обратной связи. Мне с моими руками довольно-таки тяжеловато. Но принимает она хорошо. Сам, так скажем, каркас и т.д. вся компоновка устойчивая, особенно из-за низкого центра тяжести. Я думаю, перевернуть практически невозможно. Но надо дорабатывать. Я думаю, этот кузов можно доработать. Во-первых, ходы подвески увеличить сильно, потому что ее, даже мы еще в дикие условия не заезжали, но ее пробивает уже. Как бы пока это прогулочная машина, скорее для пляжа. Ну, с такой резиной даже не для пляжа. Ну, с хорошей динамикой. Да, динамика у нее дикая, вот это прям, ну, так скажем, это уже едет хорошо, неплохо. Весело. Вот, да, вот вы видели, мы куда залезали, была бы нормальная резина, я думаю, даже бы резины хватило, я бы заскочил. Или если бы не испугался, километров с 30 бы ходом пошел, да, то заскочил бы, но стрёмно. Да, вы Немножко- здесь не видите, но на самом деле угол очень интересный. Ну да. Как многие говорят, да я бы на восьмерке заехал, это, милости просим, пожалуйста. Как бы забираешься ногами с трудом, соответственно, понятно. Ага. Ну, углы очень плохо видно. Углы надо снимать вот так, Мгм. там стоять и вот так. Ага. Вот я потом покажу, на какие углы может Маверик заскакивать. У меня есть там одно местечко. Дим, ну смотри, мы ее строили в первую очередь, да, как бы прогулочно, такую, скажем, раллийную, то есть не особо для грязи, потому что здесь и переднего да. привода нет, вот, только задний. Ну, в общем, наверное, с этой задачкой более-менее, не считая там эргономику ног в районе ушей, она... Нет, так, в принципе, Справляется. неплохо. Просто хотя бы убрать диф задний, вот как-то постараться. Он не нужен ни на раллийной, ни на какой машине. Потому что будет более контролируемый поворот в заносе. Реально будет прикольно. Ну и самому прикольно ездить. Потому что дрифтовать она будет на любой резине, мне кажется. И погрубее резину, ITP какую-нибудь поставить, зацеп, чтобы был получше. Ну и передок тоже резину поменять. Слушай, а по разгону что скажешь? Разгон, Бензин у меня такое ощущение, что Маверик медленнее, реально. По крайней мере, ну, на подхвате вот изначально, когда у него турбину раздувает, он подхватывает, но прям она и по факту мощнее. Если бы она еще реализовывала эту мощность большим зацепом, то более люто было бы. Потому что она шлифует всегда. Но на максималке, ясное дело, мы бы сделали, потому что у нас ограничений нет, кроме нашего мозга, а здесь нас Ну, такие я сам, это, короче, за этим будущее. Только единственная, конечно, дикая проблема, но что запас хода, потому что, ну вот я не знаю, сколько она реально проедет. можем сегодня проверить. У нас, конечно, батарейка не до конца заряжена. Ну, чисто теоретически, если батарею получше поставить сюда, Километров 80, я думаю, должно. ну вот это, конечно, не для дальних походов, потому что я сюда с дополнительной, вот если канистру себе закину, километров 250 на нем. Слушай, ну мы точно можем это переделать, поменять химию. Ну да, там, да, пакеты. химию поменять на каким-нибудь LG-хем, взять вот эти, нафигачить и будет. Или реально вес уменьшим, или запас хода. Что-нибудь одно из двух. А в принципе уменьшим вес и запас Ну немножко. да. Так вообще компоновка нормально, ковши чуть поменять и по длине, а то вы как эти, под себя сделали только, как хочешь, так и залазь. Ну вообще хорошо. По крайней мере, я ее довольно-таки агрессивно вел, а она не развалилась. Вот. Я специально по кочкам попрыгал, блин. Ну как бы... Спасибо тебе большое, что Да. предоставил как бы возможности, трассу и Белка, я вас сравнения. жду, когда вы ее гидроизолируете как-нибудь получше и в нормальный поход съездим, потому что это все детский сад. Вот когда будем возьмем какой-нибудь, куда бы зацепим, генератор на всякий случай. Небольшой, вот ты как раз собрать хотел, да. С палаткой, ты со всей хренью. И нормальный такой экшон. С гитарой и костром. Чё ещё Ну, надо? как всегда, у нас есть у нас такое. Ну, вот. Короче, переделывай. Конечно, переделывать сложнее, наверное, чем заново, блин. Рисуйте, поможем. Концепцию давайте, что он это сварим. Да блин, вот в интернете у Маврика вообще трехмерная модель рамы есть. Ну, конечно, воровать плохо. Ну что ты подумаешь? Надо это.
Ну и рычаги здоровее, не рычаги, а морды здоровее ставить. А то, Это вообще не подходящее. Мы уже... Коль, прошибает уже, где на Маврике я вообще пролечу, на Маврике ну вообще понятно. подвеску прошибить понятно. невозможно. Ну, мне тут же кажется. еще от пружин, пружины сейчас Там не и те как бы, стоят. амортизаторы слегка дороже. Да, мы с этим не угадали, я туплю с пружинами. Здесь пружины сейчас надо менять. У нас пружины нагрузились, наверное, раза в 2, то есть Короче, сжались. они Это вот неправильно. Сколько там должно было быть петь? Что-то типа 3/4? Вот такая здание, еще заброшечка у нас тут на ходу. Я обожаю заброшки. Это называется усадьба Ляхова. Здесь снимали фильм. Да, «Формула любви» и «Алешкина любовь». Ага. Ну все, она тогда уже подразгублена была. Его кому-то продали под реставрацию, ни хера не сделано. Конечно, реставрировать сложно очень. Да. Здесь полы сняли, но здесь вот да, аккуратно, здесь вот очень. Но Да, раньше строили. По одному, народ, а то нагрузка. там у них банкетный зал был, все такое. Есть, короче, ближе к области, тоже в сайте там много. Есть, короче, сайт Венчаев. Ага. Ух, Видишь, как да, пол был утеплен да, землей. здесь вот случай не ходить, Да. это точно. Ну вот здесь вот печки у них были, балкончик. Да. А в фильме она прям была... Ну, она более-менее нормальная была, ну время сколько прошло. Да. Все разбомбили. Вот здесь, смотрите, балкончик такой. Смотри, какие кованые эти штуки, да? Вот здесь много там, слушай, понимаешь, вся проблема в том, что здание начинает разрушаться, когда протекать начинает. Да. Если бы оно хотя бы Какие облачно на эти? месте было бы, то это... Прикольненько. Ну, здесь вот деревня Ляхова и был барин, вот это усадьба Ляхова. Ну, сама площадь прикольная, такие старые эти тут. Представляешь, кто-то отсюда выходил, да? Ага. И кайфовал. Подожди, Типа, какой год? 800? ну, 1700 на какого-то года, 800, да. Ну, их я не знаю, надо прочитать. Это вот такую жить-то где? Да. Можно, конечно, такую, да, забирать, там чуть ли не за рубль дают, ну, под условия реставрации. Но реставрировать Дорого это пипец. Очень. Это нереально просто. Да. Вот. Ну вот они строили из известняка, здесь известняк, где же есть эти пещеры, как раз известняковые, как они называются? Ага. Короче, карьер. Карьер, да, здесь. Ну да. Видишь, везде было печное отопление. Сейчас пойдем там главный зал покажу. Видишь, здесь все артефакты стырили, изразцы, наверное, здесь были какие-то. Ну вот да, какая-то да. осталась. Ага. Ну вот, здесь, конечно, не очень большая здесь граф сила, а здесь вот, видишь, двери. Слушай, а ведь вот где-то был подвальчик. Нет, здесь не было подвала. Не было? Эх, жалко. Нет, видишь, здесь поэтому по грунту. Вон шлейф, да? Нет, Вот не здесь шлейф. вот зала была. Ага. Сидели, наверное, тут и здесь что-то бухали. Итак, господа, проехались хорошо. Ну, вышла небольшая одна проблема. Всадили в ноль батарею. Не хватило 3 километров доехать. И здесь не так просто зарядить. То есть тут надо еще пошаманить. Тут еще пока не готов. Да, это еще не готово к зарядке. Сейчас, короче, подадим куда-то там напряжение напрямую. Ну, мы немножко обманываем, да. Мы в обход процессора подаем, что все хорошо, давай заряжайся. Вот, так сделано, я смотрю, тут здесь неплохо этот блок зарядки управления. Не, ну в целом, да, он как бы это... Это именно PDM-модуль, то есть Power Delivery. Доставка Модуль. энергии. Ну а так вообще, ребят, прям перспективная хрень. Надо просто батарею реально в раза 3-4 больше. Но здесь на самом деле один бог ведает, сколько мне чего осталось. Ну, примерно, мы думаем, в районе 15 киловатт из 24. Ну да, надо, я считаю, вот если на такую машинку, ну, киловатт 40 часов. Чтобы Вполне да, можно. тогда уже можно жиганить нормально. Даже на родной химии лифовской это можно сделать. Да, ну, лифская химия, по мне, это дрянь. Да, не надо вообще, я не знаю, самая сраная, извините, батарейка, которую придумать можно. Ну, это просто, если по простому пути вообще пойти, заказать. Я считаю, LG-хем надо брать, вот эти, как они, литий, литий НМЦ, которые. Вот, и будет хорошо. Они даже почти не горят. Ну, мы же одну тыкали, да? И она что-то не очень.
Вот. Ну все, хватит. все вот так вот, в общем, мне понравилось. Это, познакомились с ребятами, я думаю, будем делиться информацией. Еще, думаю, увидите у меня на канале, может быть, я к ним как-нибудь заеду где-нибудь с ними. Да? Да. Приезжай. Пожиганем. Всем спасибо, подписывайтесь. Спасибо. Удачи. Удачи.